Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. В этом ролике будет небольшой эксперимент. Недавно прикупил себе SATA 3 SSD диск на 256 гигабайт и специально для ролика бокс с USB 3.1 Gen 1. Такой тип USB используется на всех PS4. Теперь к сути. Существует теория, что именно на PS4 FAT и Slim игры с внешнего SSD диска будут загружаться быстрее, чем с внутреннего жесткого диска. И вот почему. Почти 10 лет назад, когда проектировалась PS4, дабы сэкономить, Sony поставила в PS4 интерфейс подключения SATA 2. В последующем SATA 2 также был встроен в PS4 Slim, а вот в Pro версию поставили SATA 3. Получается, что скорость USB 3.0 выше, чем скорость внутреннего жесткого диска по SATA 2. На практике ни один жесткий диск чисто технически не может достичь пределов скорости USB 3.0 и SATA 2, когда SSD способны на 550 и 580 мегабайт в секунду, но не выше 600. Это для них предел. А вот если вы подключите внешний SSD к слимке или фатке, то по идее получите скорость загрузок выше, чем с внутреннего жесткого диска. Потому что скорость USB 3.0 лишь немного уступает SATA 3 и сильно уступает SATA 2, который используется в фатках и слимках. Так вы получите 500 мегабайт в секунду вместо 300 мегабайт, если бы вставили его внутрь консоли. Суть эксперимента. Я хочу подтвердить или опровергнуть данную техническую особенность. Тесты на фатках и слимках с SSD-диском, установленным как внутренний диск, уже есть в сети. Там прирост скорости минимален, как раз таки упирается в потолок скорости SATA 2. Смысла проверять нет. Но интересно, насколько быстрее будет внешнее подключение по сравнению со стандартным жестким диском, установленным в моей консоли, и будет ли вообще сильная разница. Цену и характеристики данного SSD можно посмотреть в магазине, где я его покупал. На самом деле сейчас возможно получится найти его и чуть дешевле. Хочу обратить внимание на высокие заявленные скорости чтения и записи, а также ресурсов 200 терабайт. В нем используется контроллер Silicon Motion SM2258AB. На YouTube уже проводили тесты данного накопителя. Они близки по значениям к Samsung 860 EVO. В общем, для игр должно быть вполне достаточно, и скорость должна быть близка к максимуму, выдаваемому по USB 3.1. Данный SSD достаточно качественный, все его спецификации вы видите на экране. Число включений 8, это пару раз я его форматировал. Время работы 0 часов, при этом смарт в норме, а температура всего 20 градусов. Как видно, брака нет, все работает как надо, поэтому можно переходить к PS4. Тестирование будет происходить на PS4 FAT 1100 серии с прошивкой 9.0. Имейте в виду, что в прошивке 8.50 обновили драйвер для внешнего хранилища, поэтому на версиях ниже 8.50 результаты могут отличаться. В главном меню у меня появилось несколько игр, на которых и будем тестировать скорость. Одна из них, а именно Uncharted, это дисковая версия. Интересно, что будет с ней? Теперь необходимо отформатировать SSD-диск как внешнее хранилище. У PS4 есть ограничение по объему, не менее 250 гигабайт и не более 8 терабайт. Причем мой диск подходит под эти параметры, потому что Sony подразумевает объем до форматирования. Подробнее про внешнее хранилище и его возможности можете узнать в отдельном видео по подсказке сверху или по ссылке в описании. Отлично, все приготовления сделаны. Переходим к тестам. В первую очередь будет запуск игр со стандартного заводского жесткого диска, установленного внутри консоли. Все данные я фиксирую с помощью таймера на ваших экранах. Так и для вас это не займет много времени, и мне удобнее будет производить расчеты. Старт таймера всегда происходит в момент, когда название аккаунта вверху уходит за пределы экрана. В конце видео будет общая таблица с результатами. А пока идут тесты, хотя бы немного порассуждать. Не могу понять ход инженерной мысли. Окей, FAT и Slim поставили SATA 2, но в прошку поставили SATA 3, и все вроде бы логично, но при этом они ставят туда жесткий диск со скоростью 3 гигабита вместо 6. Да, понимаю, ни один диск не достигнет пределов даже SATA 2 и тех же 3 гигабита, но у вас консоль Pro версия. Поставьте туда что-то получше, а в итоге все переложили на пользователей. Мол, докупайте сами SSD и будет вам Pro. В таком раскладе непонятно, зачем в слимке оставили SATA 2. Кстати, на съемку этого ролика ушла куча времени, поэтому поставьте лайк. Для вас это пара секунд, а для меня не 1 час записи и запусков игр. На этом тесты запуска игр жесткого диска окончено. Ну а теперь настало время перенести все игры на SSD-диск.
Это можно сделать разом, правда перенос занимает достаточно много времени. Хотя учитывая, что USB 3.1 быстрее внутреннего жесткого диска, то перенос должен занять меньше времени, чем установка этих игр на PS4. В целом я был прав, перенос 205 гигабайт занял ровно час. Намного быстрее установки этих игр. В итоге они пропадают из пункта приложения внутреннего диска и появляются на внешнем. Мы можем в этом убедиться, посмотрев список приложений. Напомню, что на внешний диск можно копировать только приложения. Все фото и видео можно хранить только на внутреннем диске. Дабы доказать, что все перенеслось, покажу место хранения каждой из тестируемых игр. Как вы можете наблюдать, везде указано внешнее хранилище. Если диск отсоединить от консоли, то иконки игр останутся. Правда, появится восклицательный знак в месте, где обычно висит замок. И при запуске будет просьба подключить диск. Все, переходим к запуску игр. Порядок запуска будет идентичен предыдущему. Кстати, справедливости ради стоит сказать, что многое зависит от того, какой SSD вы подключаете. Скорее всего, если это будет NVMe накопитель, то он упрется впритык к скорости USB 3.1 и будет держаться на этом уровне. Также имеет значение бокс, который вы используете. Сейчас есть готовые внешние SSD своего форм-фактора, используемые собственные контроллеры. Они, как правило, быстрее. Мне же был интересен самый простой и дешевый сетап, который может собрать каждый. По поводу модели моего SSD, он является предтоп-версией фирмы Adata. Они, к моему удивлению, делают SSD не хуже топовых компаний. Тесты завершены. Ну а теперь обещанная таблица. Что могу сказать? USB 3.1 плюс SSD явно победил SATA 2 плюс жесткий диск. Как можно заметить, разница в скорости значительно отличается в зависимости от игры. Где-то всего на 2 секунды, а где-то на 17. Если взять среднее значение, то загрузки стали быстрее на 8-10 секунд. Однако все результаты объединяет то, что все игры стали загружаться быстрее. Данный набор обошелся мне в 3600 рублей. На него поместилось 7 полноценных игр, которые стали загружаться быстрее. Мне кажется, такого количества достаточно всем, кто любит параллельно проходить несколько проектов. Прирост скорости действительно имеется. Причем я заметил, что если некоторые игры запустить повторно, то они загружаются еще быстрее. Думаю, это связано с буфером SSD диска и его контроллером. Заканчивая это видео, я понял одну вещь, что под роликом будет куча комментариев с необъективностью моих тестов. Да, я доказал, что USB 3.1 быстрее, чем SATA 2, но по сути я доказывал победу SSD над HDD, где победитель был очевиден. Не совсем согласен с этим утверждением, потому что, как правило, внешний тип подключения медленнее, чем внутренний, а тут все наоборот. Но окей, следующий ролик будет с тестами этих же игр с этим же SSD диском, но установленным внутри консоли. Сравним результаты и выясним, что же быстрее, USB 3.1 плюс SSD или SATA 2 плюс SSD. Вот мой Instagram, запрещенный в России. Я его использую для связи и отвечаю на сообщения. А вот и Telegram. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и Яндекс.Дзен будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.